go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим трибридные наушники от компании Catch Ear стоимостью $359, и приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, есть логотип компании, а также здесь указано название модели этих наушников, а именно CE6T, но здесь уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера для воспроизведения низких частот, два кастомных арматурных излучателя для средних частот, один арматурный излучатель для высоких частот и еще один пьезоэлектрический драйвер костной проводимости уже для ультравысоких частот. Но чувствительность составляет 106 дБ, и они получили сопротивление 13 Ом, поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек, фирменный кейс для хранения наушников, два набора силиконовых амбушюр, щеточка для чистки наушников, ну и специальный инструмент для переключателей. Наушники очень крупные, выполнены полностью из темной смолы и имеют довольно привлекательное оформление лицевой панели с использованием золотистого логотипа на обоих наушниках. А тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и имеется маркировка канала. Правый это красный, ну а левый это синий. Это, я надеюсь, все и так прекрасно знают. Ну а рядом располагается блок с двумя переключателями, где первый отвечает за усиление низких частот, а второй усиливает высокие частоты. Ну вы также, конечно, можете их комбинировать для уже более лучшей настройки звучания этих наушников на свой вкус. И обратите внимание, что здесь еще находится 3 отверстия для компенсации, которые со своей задачей справляются отлично. Ну а на внутренней части уже указано название модели этих наушников CE6T, а звуковод у этих наушников не слишком длинный, довольно короткий и имеет диаметр 6 мм, и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. Но и несмотря на свои довольно пугающие на первый взгляд размеры, сидят в ушах эти наушники, к удивлению, довольно хорошо. Они достаточно плотно прилегают к уху и обеспечивают хорошую звукоизоляцию и комфортную посадку. Но да, конечно, нужно обязательно учитывать, что они очень сильно выпирают из уха. И со стороны, конечно, смотрится это довольно необычно, хотя все это дело привычки. Но вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Catch Ear CE6T. Эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ без использования переключателей, а вот активировав лишь уже первый переключатель, мы усиливаем низкие частоты на 2 дБ. К тому же еще и слегка ослабляем область верхней середины и получаем уже такую менее энергичную и более басовитую подачу. И это уже будет, так скажем, хороший вариант для истинных басхедов. А вот если мы активируем только второй переключатель, то мы заметно так усиливаем высокие частоты. Причем на слух разница реально большая. И на мой вкус в таком случае наушники уже начинают звучать слегка рисковато. Поэтому, как по мне, все же самый лучший вариант это использование только первого переключателя. Хотя, безусловно, вы также можете попробовать активировать оба переключателя. И в таком случае вы усилите низкие частоты и высокие частоты. И вполне вероятно, что кому-то такой вариант настройки понравится больше. Тут уж смотрите сами и оставляйте так, как вам больше по душе. Ну а теперь уж давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках сразу задают общее настроение звучания. Они теплые, гладкие, обволакивающие, словно такая мягкая основа, на которой строится вся музыкальная картина. И здесь нету ни намека ни на мониторность, ни на какую-то басхедность. Наоборот, подача здесь наполнена живостью и телесностью, без какой-либо сухости, что делает восприятие музыки уже более естественным и расслабляющим. И сабас у CE6T выраженный и глубокий. Он слегка ощущается физически, создает
создавая такой фундаментальный вес и атмосферу объема. И при прослушивании треков уже с акцентом на низкие частоты у вас возникает эффект погружения, будто все вот эти вибрации заполняют пространство, но остаются контролируемыми и собранными. И отмечу, что это не какой-то там рыхлый или гулкий бас, а именно подчеркнуто уверенный и зрелый, с приятным ощущением всего масштаба. А вот мидбас звучит прям панчево и упруго, и его подача прям динамичная такая и живая, благодаря чему каждый удар барабана и каждое движение басовой партии передается телесно и органично, создавая такой правильный ритмический пульс, от которого композиция становится уже более энергичной. И здесь прям реально чувствуется вот эта легкая пульсация, которая особенно хорошо проявляется уже в джазе, роке и даже в электронной музыке, где именно ритм и играет ключевую роль. А вот уже, например, в поп-треках или в блюзе мидбас прям добавляет насыщенности и большего вовлечения в мелодию, а в электронной музыке и хип-хопе он добавляет вес и глубину ударным партиям, создавая то самое ощущение драйва, которое захватывает вас сразу с первых секунд. Но вот текстурность баса должен отметить, что здесь не выведена на прям безумно показательный уровень, но именно это и делает его подачу такой уже более органичной, поскольку CE6T не пытается как бы разобрать бас на самые мелкие частицы или как бы подать его более подчеркнуто аналитично. Напротив, они сохраняют большую натуральность, оставляя ощущение более живого звучания, поскольку бас воспринимается как округлый и словно текучий, с правильной передачей объемов и оттенков. И в целом низкие частоты в этих наушниках играют настоящую роль фундамента и эмоционального напора. Они не только задают ритмическую основу, но и обогащают музыку атмосферой, теплом и ощущением целостности. И благодаря такому характеру их подача остается очень комфортной и в то же время увлекательной. И с этими наушниками вам прям хочется брать и слушать музыку реально долго. Ну а средние частоты в этих наушниках звучат насыщенно и энергично, создавая ощущение живой музыкальной середины, которая удерживает всю композицию в балансе. Вокал подается теплым и естественным, с четкой артикуляцией и эмоциональной выразительностью, и каждая интонация, каждый вздох или нюанс исполнения слышен в этих наушниках очень хорошо, но при этом он прям как бы органично вписывается в общую сцену, не теряясь уже среди инструментов и не акцентируясь чрезмерно, как уже в более энергичных Harman моделях. И это делает вокал уже более живым, телесным и максимально вовлекающим для вашего восприятия, создавая впечатление как бы более лучшего присутствия исполнителя прямо сейчас перед вами. Но ударные барабаны, особенно малый барабан и томы, обладают динамикой и хорошим панчем. Они ритмичны, энергичны и телесны, задают композиции, движения и драйв, и при этом не перегружают звук и не превращаются в какой-то агрессивный акцент. То есть весь ритм ощущается очень естественно и живо, подчеркивая структуру композиции и создавая более такой музыкальный поток, в который вам словно хочется как можно больше погрузиться. И общий характер средних частот здесь получился прям теплый, музыкальный и плавный, то есть без какой-либо скуки, сухости или жесткости, поскольку даже прозрачность этого диапазона достаточно высокая, благодаря чему инструменты хорошо читаются и каждый элемент всегда четко занимает свое место, создавая более гармоничную, правильную сцену и глубокую атмосферу. И это, как по мне, именно та середина, что оживляет музыку, делая ее эмоционально выразительной и вовлекающей. В общем, средние частоты в CE6T это идеальное сочетание энергии, тепла и естественности. Они делают вокал ясным и телесным, ударные, ритмичными и живыми, а музыку цельной, музыкальной и эмоционально насыщенной. И такая середина создает атмосферу, в которую хочется просто погружаться снова и снова. Но высокие частоты в CE6T звучат очень комфортно и ненавязчиво, и без какой-либо резкости или раздражающей яркости. Да, они слегка приглаженные, мягко притемненные и создающие впечатление более зрелого и гармоничного верхнего диапазона, где нет устремления показать вам каждую микродеталь или акцентировать светлость инструментов. То есть подача тут безусловно не супер детализированная, но при этом она остается прозрачной в своей концепции. И каждая тарелочка, каждый шорох или верхняя гармоника слышны и естественны, но уже без какого-либо излишнего блеска или аналитической остроты, что делает верхние частоты в этих наушниках максимально комфортными для длительного прослушивания. И это, ребята, очень важно. И я бы вообще сказал, что этот верх словно служит поддержкой для всей сцены, аккуратно связывая низкие и средние частоты в цельную картину. И он создает более лучшее ощущение пространства и легкости, но не становится каким-то навязчивым акцентом. И такая подача словно обволакивает композицию мягкой музыкальной вуалью, создавая цельное эмоциональное звучание и делая музыку более живой, атмосферной
атмосферной и очень правильной по балансу. То есть эти высокие частоты здесь вас не отвлекают, не стремятся как бы впечатлять своей аналитикой и техникой, но при этом добавляют ощущение воздушности и более естественного завершения звучания. В общем, высокие частоты в CE6 это зрелый, мягкий и комфортный верх, который поддерживает баланс низких и средних частот, создает ощущение пространства и легкости и позволяет вам полностью раствориться в музыке. И мне нравится, как он гармонично завершает звучание этих наушников, делая прослушивание более цельным, эмоционально насыщенным и максимально комфортным и приятным. Но звуковая сцена в CE6 производит впечатление очень уютного и комфортного пространства, в которое просто хочется полностью погружаться. Да, она не раскрывается чрезмерно широко или гипераналитично, но при этом ощущается очень глубокой и естественной, с ощущением небольшой комнаты, где каждая деталь расположена на своем месте и все инструменты легко различимы и хорошо разделены по планам. Да и глубина сцены здесь выражена реально заметно, и вам даже кажется, что некоторые инструменты располагаются ближе, а другие уже уходят далеко за горизонт композиции, создавая более лучшее ощущение пространства и объема, и при этом звучание не теряет своей интимности, поскольку вы сразу ощущаете некий комфорт и расслабление, словно сейчас сами находитесь в уютной студии или в небольшом концертном зале, где каждая партия слышна естественно и очень живо. И в целом звуковая сцена в этих наушниках создает ощущение расслабления и погружения, одновременно предоставляя вам ясность и пространство для восприятия всех инструментов. Ну а вывод у меня получился таков. Keychir CE6 это трибридные наушники с очень гармоничной музыкальной подачей, где каждый диапазон чувствуется органично и очень живо. Низкие частоты у них теплые, насыщенные, с глубоким саббасом и панчевым мидбасом. Средние частоты энергичные и выразительные, а верхний диапазон прям комфортный, слегка притемненный и зрелый, но не навязчивый. И он как бы мягко завершает прекрасный общий теплый баланс звучания этой модели. И все это делает прослушивание этих наушников музыкальным, комфортным и эмоционально вовлекающим. И если вам по душе именно такая подача, то я определенно вам рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.